Если дыхание – это жизнь, то большинство из нас живет в полсилы. Это видео о том, как превратить обычный воздух в топливо для бессмертия, и код доступа к этой магии не в тибетских свитках, а в дыхании. Дыхание – это единственная дверь, которая открыта одновременно и в мир нашей воли, и в мир нашей биологии. Представьте тело как герметичный сосуд. Наша диафрагма – это поршень. Когда мы меняем объем легких, мы меняем давление во всей системе. Глубокий вдох создает давление, которое буквально промывает фасции. Выдох вытягивает лимфу от ног вверх. Это гидравлический массаж, который невозможно сделать руками. И это способ прочистить тело изнутри на 100%. При глубоком вдохе диафрагма опускается вниз, сдавливая органы живота. При глубоком выдохе она поднимается вверх. Это настоящий массаж внутренних органов. Обычно дыхание человека поверхностное, только верхней частью груди. В результате хронический стресс, застой лимфы, деревенение тела. Дыхание в оке возрождения глубокое, полное, животом и всем объемом легких, с осознанными паузами. В результате меняется химия крови, успокаивается мозг и зажигаются энергетические вихри. Это магия, поскольку мастер берет управление стихией в свои руки. Представьте тело как парусник, кости мачты, фасции тросы, а дыхание – это ветер. Без ветра паруса гниют, а корабль стоит. В шестом ритуале, втягивая живот, мы прозваниваем всю глубинную фронтальную линию, от свода стопы до основания черепа. Это способ разлепить самые глубокие слои тела. Фасция – это губка. Чтобы она пила воду, ее нужно сжимать. 20 тысяч вдохов в день – это 20 тысяч шансов увлажнить свое тело изнутри или превратиться в деревянного буратино. Если дыхание полное, мы 20 тысяч раз прокачиваем влагу через фасции от стопы до макушки. Если дыхание поверхностное, фасции высыхают и слипаются. Вот вам и причина старения и того самого деревенения, когда костюмчик становится жестким и деформированным. Представьте тело как биокомпьютер. Фасция – это железо, вихри – программы. Дыхание – это электрический ток. Фасция – пьезоэлектрик. Растягивая ее дыханием, мы генерируем микротоки. 20 тысяч вдохов в день, 20 тысяч растяжений. Эти микротоки заставляют клетки вырабатывать новый коллаген. Мы молодеем просто потому, что наши фасции заряжены. Дыхание «жизнь» – это не лозунг, это техническое описание процесса поддержания биологического огня. Вихри в оке возрождения – это не метафора, это центры вращения энергии вокруг главных нервных сплетений. Дыхание – это ветер, который раскручивает турбины наших 7 желез. В тибетской традиции дыхание – это не только газ, это прана или ци. Без дыхания вихри вращаются по инерции, медленно, как затухающий волчок. Дыхание – это поток воздуха и энергии, который раскручивает эти турбины до их заводской настройки. Ошибка думать, что чем больше вдоха, тем больше жизни. Биохимия говорит об обратном. Чтобы кислород отделился от гемоглобина и попал в наши клетки, в крови должен быть определенный уровень углекислого газа. Это называется эффектом Бора. Углекислый газ – это ключ, который открывает клетку для кислорода. Без дыхательных пауз кислород пролетает мимо в крови. Задержка дыхания в ритуалах – это создание условий, в которых клетки начинают жадно пить кислород. Это и есть химия омоложения. Дыхание – это функция тела, которой мы можем управлять и сознательно, и бессознательно. Представьте дыхание как пульт управления вегетативной нервной системой. Вдох активирует систему «бей или беги», чуть учащает пульс, активирует ресурсы. Длинный плавный выдох активирует блуждающий нерв. Мозг получает сигнал: мы в безопасности, можно восстанавливаться. Мы сами решаем, когда телу быть в стрессе, а когда в покое. Это ли не магия, когда пульт управления в наших руках? Представьте тело как антенну, приемопередатчик, фасции, оптоволокно. Чтобы антенна работала, по ней должен бежать ток в двух направлениях. Восходящий поток – земля-небо. Это энергия сырой мощи, драйва и физической выживаемости. Она идет от стоп вверх по позвоночнику. Нисходящий поток – космос-земля. Это поток информации, идей чистого сознания.
Ритуалы работают как конденсатор, который заставляет эти потоки не просто проходить мимо, а закручиваться в вихре, создавая постоянное поле силы вокруг нашего позвоночника. Каждая поза ритуала меняет геометрию нашей антенны. Дыхание – это ручка настройки частоты. На вдохе мы скачиваем прошивку молодости из поля Земли. На выдохе стираем вирусы старости. Когда дыхание, движение и звук освобождают фасции, тело теряет груз лет. Мы становимся инструментом, который звучит чисто. Управление телом начинается с управления дыханием. В следующем видео еще более тонкая настройка – трансформационная магия звука.